Я пытаюсь показать им, насколько жалки. Я пытаюсь показать им, насколько жалки их попытки все контролировать. Они не знают, что такое боль. Они не знают, что такое смерть. Они не знают, что такое страх. Стоять одному среди червивых стен. Майор их передушит всех подряд. Он идет, он гремит сапогами, но упал гололед. Мы лед под ногами майора. 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 Они смеются легко, у них живые глаза. Они беззащитны, им нравится жить. И они все вместе, так было всегда. Они последние, кто помнит, что такое свет. А у нас не осталось ничего, мы мрем. И все, что мы можем, это просто быть льдом. Мы лед под ногами майора. 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 Когда я с ними, я перестаю умирать. У них открытые руки, цветные слова. Они дышат травой, и им на все плевать. А майор идет их уничтожать. Никто из них не примет нас, никто не поймет. Но майор подскользнется, майор упадет. Мы лед под ногами майора. 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 Будет злой гололед, и майор подскользнется, майор упадет. Мы лед под ногами майора. Мы лед под ногами майора. Мы лед под ногами майора. Мы лед под ногами майора.
Раз, два. Извините, что мы к вам обращаемся. В столь позднее время. Раз, два, три, раз, два, три. Как слышно? Спросил я сам у себя. Так, там вроде бы и норм. Имеющий уши, да услышит. Так, тут сразу же призываем индуса. Раджеш Рамайон. Оправдывать наш алкоголизм, как обычно. В любое время суток. В любые праздники. И что самое главное, в отсутствии праздников. В празднике дурак забухать может. Вот. Затемняем лицо. Потому что я излучаю такой божественный свет, что ни одна камера не может приглушить его. Приходится настроечки понижать искусственно. Тяжело быть солнышком для всех, блядь. Так. Ох, тут, конечно, хоботить и хоботить. Что-то я как-то за них, блин, с трудом. Вроде бы уже так подготовился прям морально. И второй или третий раз уже начинаю. И потом какие-то весомые причины. Вчера уже сел, включил, настроил, все. Хоп-хоп-хоп, там, да. Все настроил, и тут что-то не знаю. Был люто призван самим собою смотреть с женой Интерстеллар. Что-то захотелось. Вот, происки Цинча. И так далее, и тому подобное. Прям уже готов носки в шкафу разложить по цвету и по размеру. Лишь бы не рисовать. Возможно, это потому, что за последний год я уже сколько. Ну, 3 пачки, так, себе, 4. Ну, штук 35, наверное, их покрасил. 30 точно, абсолютно. Вот это вот 35-е будут стопудняк. Инфа соточка. I love you. Where you are. I can hear you on the stars. Мужик из Массачусетса носил бы, наверное, в этой коробочке завтрак свой. А я так вжух под пластик. Прихоботил. Ой. Ну что, не будем расстраивать Раджеша. Накатим-то понеслось. Так. Слезы художника. Взболтать, но не смешивать. Так. Вот, блядь. Дрессированные механизмы. О. Все, я понял.
Вроде пока не тормозит. Последние дни, если честно, конечно, сука. Губительные силы были явно против рисования. Опять обновился ОБС, опять слетели нахуй настройки, опять пришлось дурную работу делать. Ай. Фух, так, денек сегодня был лютый. Дорогой дневник. Бля, я не знаю, зачем я постоянно вот это вот, ну, не постоянно, но периодически озвучиваю, типа, денек был лютый. Это, наверное, как, ну, некоторые считают, что если подобно там жителям Европы спрашиваешь, как дела, ну, понятно, не у близких, там, не у приятелей, не у родственников, ну, не у тех людей, чьи дела тебя могли бы и правда волновать. Ну, не у знакомых, вот просто там какой-то встречный, поперечный, как дела, и человек такой теперь раз и начинает. Что типа, крайняя правая лошадь в упряжке захромала. Соседний купец вышел за молодую графиню, там и прочее, и прочее. Ну и начинает рассказывать, типа. Так же и я, типа, кого б ебло. Как у меня дела, садись и рисуй. Ну, я слишком эгоцентричен для того, чтобы просто сесть и рисовать. Мне нужно поначалу это рассказать, что почем. Уже, короче, несколько раз убеждаюсь в том, что то есть соотношение высоты стола и стула на работе у меня одно, и мне очень красить удобно там. Так что тормозить? Не тормозить. Я уже хотел материться. Так вот. Как-то так, наверное. И, ну, вот соотношение это я считаю идеальным, красить удобно. Если я пытаюсь создать здесь такое же соотношение... Ух, блять, вообще тема. Сейчас. Если я пытаюсь здесь создать такое же соотношение, то мне неудобно. Возможно, это потому что любая работа, она человека вот прибивает к земле. Я такой, сгорбившись, хожу так по магазину, как карлик, так сажусь, такой сутулый и начинаю рисовать. А здесь, типа, я так расправив плечи, захожу домой, и поэтому соотношение другое должно быть, наверное. Ребят, насчет влажной палитры, вот. Те, до кого я все еще не достучался. Те, кто еще пытается бунтовать против этого. Вот смотрите, вот это вот краска, которую я вчера положил на палитру, но потом пошел смотреть Интерстеллар в 4К, и мало меня волновало. Так вот, смотрите. Вот видите? Это рабочая, хорошая краска. И если вам лень сделать влажную палитру и начать красить правильно из-за, не знаю, собственно, из-за какой-то мелочной лени, то сделайте это хотя бы ради экономии столь дорогих и вешных красок. Можно будет вообще тупо из, как сказать, из говна пулю делать, прямо снимать до последнего все крохи.
Пусть жадность и лень двигают нас вперед. А, бля, я уже посмотрел на индикаторы. И такой, сука, я, по-моему, микрофон не включил. И последние умные мысли говорил в тишине. Ну не, все норм. И сейчас многие удивленно спросят. Типа, может я перестал различать металлик от не металлика, почему я рисую желтым, а не золотым. Это я вот делаю те самые подложки, которые очень важны. Суть какая? Если не делать подложек, чуть-чуть начало отставать, но вроде пока держимся. Если не делать подложек, то все равно придется наносить 2-3 слоя металлика. Прямо на вот еще не подложенную поверхность. Но металлик намного капризнее, металлик быстрее высыхает, металлик сложно смыть, если где-то проебал, а обычную краску можно. И если типа объем работы тот же, но вот этим рисовать проще, а потом покрыв одним слоем, вот это сейчас блестит, видите, это один слой ретрибьютор армора, что-то, блять, ага, ну. Один слой ретрибьютор армора после этого желтого. И, ну, типа, вы же видите, да, блестит же. Поэтому какая разница, что наносить, если типа нанести 2 слоя металлика или даже 3. Либо первый слой подложки, а потом еще один слой металлика. Усилий будет столько же. Потому что типа говорят многие, типа подложек не делаю, ибо лень. Ну, типа, если ребята вы уверены, что за один слой сможете нанести охуительный, укрывистый, блестящий слой металлика, то вы боги. А если все равно нужно наносить несколько, то почему бы первый из них не сделать не металликом? Че я ухватил, кстати? Рублев, которые обычно юзаю для подложек, блядь, для эйджа. Конечно, рамки, блять, обилие их на всех классических моделях. Я не устану ныть об этом. Ого, нормально, силен.
Так, в каком я профиле сейчас? Основная рабочая. Так, профиль. Ага. Что-то как-то снижить чуть-чуть. Интересно, что? Сейчас можете сказать, ничего не видно. Да, я тоже сейчас ничего не вижу, рисую наугад. О, вроде не проебал. Но, кстати, замечу штуку для подложек подобного рода важен какой-нибудь, сука, укрывистый желтый. То есть, видите, да, буквально за один слой грязный, ну, то есть не ярко-желтый, а какой-нибудь там дюнкельгельб получается, то есть пустынный желтый. Но все равно он перекрывает довольно сильно синий, голубой, там любой цвет, и соответственно не превращает это все в зеленую подложку. Если рисовать не укрывистым желтым, то будет выходить зеленая подложка, которая потом ваше золото поверху сделает каким-то таким, блин, ну, типа как низкой пробы, короче, будет не 585. А если делать это в несколько слоев еще и подложку, тогда и правда целесообразность пропадет. Ну, целесообразность останется в любом случае, потому что так металлики не просто меньше слоев требуют, а еще и ярче выходят. Но работенки может чуть-чуть увеличиться. Хотя, опять же, кто куда торопится? Сегодня милый разговор происходил между несколькими нами, друзьями, приятелями, зашедшими за заказами и мною. Ну, типа, просто вывели формулу, что нет ничего плохого, ну, само собой, в том, чтобы, типа, там, все вот эти спортхаммеры разводить, ну, если это их личное дело ребят каких-нибудь. Но самая правильная точка зрения — это все-таки, само собой, играть по красам и даже не допускать, сука, мысли прийти на турнир, там, на какую-то открытую многолюдную шнягу с непокрасом. Ну, с отмазкой, что да, я на этот турнир приду с непокрасом, а уже к следующему покрашу. И вот если вот эта мысль проскочила, а потом еще и материализовалась, то значит, что и к следующему турниру вы придете с непокрасом. Потому что к следующему захочется уже там не в Kill Team поиграть, а в какой-то больший формат и прочее, и прочее.
А, еще вот важная штука. Всем любителям сосцов и женского преобладания и доминации у нас хорошие новости. Скоро совсем начну хуячить много-много сестер битвы. Ну, типа в преддверии там торжества равенства полов и прочее всего такое. Вот. Причем минки будут не совсем обычные и не новые, которые еще взять негде, и не старые, которые железные. Сами все увидите. Спойлер. Витя, запускай заставку, блядь. Витя спит, заставки не будет. О каком Вите я сейчас вообще говорю, не ясно. Да мне самому. Воу-воу, по-моему, я там проебался, но не нормально. Сейчас будет чувачок именно пощелкивать басом. Нормально, я считаю. Сочность, сука. Это всем, кто говорит, что типа качает тяжелая гитара. А вот уж хуюш нетушки, тут вообще вот сейчас играет гитара только вставками. Ну и байки заполняют бэк-вокалы. Все остальное делает только бас и барабаны. Просто басист умеет не только картошки вешать, и барабаны такие ломаные. Ух, блять, бочка круто прописана. Такая прям... Как говорил один весьма уважаемый мной человек, надеюсь, жив-здоров до сих пор, но просто это было очень давно. Мы тогда записывали, в 9 классе записывали первый свой альбом. Сука. Как альбом, мы купили ему выпивки, у него была маленькая студия в Доме детского творчества. Мы купили ему выпивки, и пока он изволил выпивать, он нам дал каждую из 14 песен, вошедшую в первый альбом. Ну, в смысле вообще, первый альбом первой группы. 2 раза прям живьем, все дубли, ну по 2 дубля каждой песни сделали. Это было сурово. Вспоминаю с вожделением прям. Причем он нам все отстроил, типа свел, так чтобы в наушниках выслушать, и одной колбасой прям в миксе типа по 2 раза все записали. То есть, ну, позже уже там спустя много лет при компьютерной записи мы практиковали это же, но в смысле на том уровне, что каждый из инструментов писался многоканально в отдельную дорожку, там барабаны на 8 треков раскиданы и так далее. А то именно просто одна колбасень такая с микшера выходит левый правый канал, и то еще на 5. И типа... То есть поменять что-либо нельзя в этом миксе, само собой. Вот, и охуительная там тенденция в связи с этим наметилась. Он нам все отстроил и ушел. И там, ну, из 14 первых песен, ну, то есть каждая следующая песня звучит все хуёвее. Потому что мы типа потом, переслушивая, такие смотрели, ага, да что-то, блин, баса мало, добавь баса. Добавили там что-то еще. Так вокал не слышно теперь, сука. Ну и в итоге мы тупо всю картину поломали нахуй. Но... Года, наверное, 1,5 или 2 назад что-то с басистом как-то так списались, в последнее время не общались. Развела судьбинушка. И списались с басистом. Он у себя слушал, я у себя слушал, и типа это...
онлайн попойку устроили. На счастье. Вот это я когда-то каверочек делал. Замедленный шок, канавы с водой, бетонные стены, сырая земля, железные окна, электрический свет, заплесневший звук, раскаленный огонь. А мир был чудесный, как собран на стене, а город был хороший, словно крест на спине. А день был счастливый, как слепая кишка, и он увидел солнце. Пластмассовый дым, горелая путь, колючая проволока вдаль километрит, обрывки резины, колеса и шлак, слепые траншеи, сухая трава. А мир был чудесный, как собран на стене, а город был хороший, словно крест на спине. А день был счастливый, как слепая кишка, и он увидел солнце. Дозорные вышки, осколки стекла, кирпичные шеренги, крематорий дымится, консервные банки, обрывки бумаг, автомат, униформа и противогаз. А мир был чудесный, как собран на стене, а город был хороший, словно крест на спине. А день был счастливый, как слепая кишка. Мир был чудесный, как собран на стене, а город был хороший, словно крест на спине. А день был счастливый, как слепая кишка. Он увидел солнце, он увидел солнце, он увидел солнце, он увидел солнце. Оп. Вот так. Это был лютый концерт. Был один из дней рождения. Началось все вообще с чего? Короче, тогда мы проживали довольно однокомнатной, но довольно большой квартире с женой и... Нет, с будущей женой тогда еще, да. Вот. И, короче, как-то замутили на один из дней рождения Егора Летова. Типа домашний концерт. Ну, там были толстые стены, там был камин, то есть мы там репетировали в этой же квартире и все такое. Ну, никто не мог там прийти и пожаловаться, потому что, во-первых, там были стены такой толщины, что никто не мог ничего услышать. Но если бы даже не услышали, то они бы пошли нахуй, потому что отдельный вход был. Вот. Пришлось бы долго обходить. Единственный раз мы там выступали с чуваками из Уэльса. И у них был поезд, типа там в следующий город. Тур был по Украине. И поехали колдырить после концерта ко мне. И вот в 4 утра. И то потому, что окна выходили на ту сторону, вернее, вход был с той стороны, а окна выходили на внутренний мой дворик. И когда в 4 утра приехало там 3 такси и вывалило толпа пьяных нас и англичан. И только туда там выглянула соседка с какого-то 3-го этажа даже, наверное, и сказала спокойно так в 4 утра, еще лето было, уже светало: ребята, вы как хотите, а я уже вызвала милицию. Ну, они быстро сели в такси, уехали, милиция не приехала, все нормально, но типа, вот, это единственное было, это так. Мы, короче, дома 3 года подряд устраивали на день рождения Летова
Я и еще в основном 3 группы, ну, было 3 проекта, устраивали, короче, кавер-вечер. Вот, а потом решили, что типа пора выползать уже из квартир. И в один из годков, ну типа там в клубе, где постоянно тусили, договорились о помещении, ну мы там же в том клубе выступали постоянно и договорились, типа, вечерок там субботний занять своими криками людей. И туда специально типа замутили там из 8 треков я, ну еще остальные чуваки, но именно в частности я, во всяких таких странных версиях, скажем так, треки Летова. Там люди, конечно, были охуевшие в зале. Потом писали кучу всякой гневной информации по поводу они что-то там, они обманули нас своей пластмассовой музыкой. Ну, то есть они ждали просто, что выйдет 3 группы какого-то брыганского вида, потому что, ну, даже многие серьезные взрослые музыканты слушают Летова, но интерпретировать его по-своему всем лень, наверное, типа. А тут прямо они вышли там типа полу-хип-хоп, блядь, киберкор какой-то, потом вышли вообще авангард, блядь, и все спели Летова по-своему. Вышел Нойз, там, ну, не Нойз МС, а Денис Сульдин, который тоже там по-своему именно ебошит Летова. Я прям наблюдал, как половина, зал разделился, и половина стояли вот так в полном охуении и периодически вставали и уходили, а вторая половина охуевше плясала. Вот. Это было занятно. А вот это последняя песня, которую я вообще написал в жизни. После того, как решил завязать с рок-н-роллом. Да, вот так. Сегодня там я хотел вставить губную гармошку в этом соло, там где гитара. Вот.
Но вспомнил, что на губной гармошке умел играть только наш гитарист Саша, который повесился к тому времени, и поэтому я, собственно, и написал эту песню. И так понял, что губной гармошки не будет, поэтому я сделаю гитары. Там, где раскинулась мамкою степь старуха, тропа пролегла распоротым волчьим брюхом. Ползла змеёю меж трав навстречу горным ручьям. Лишь хриплой песнью ветра дикий вой по ночам. Солончаками пески, да суховеями пыль. Понурив голову к сырой земле, прижался ковыль. Мышиным писком полевки, хромой голодной лисой. Курганы молча стоят, века хранят их покой. Кто искал свободу, не спросивший броду, братом станет векам. Кто скалив рыла, враз от светила прахом дарен ветрам. Заиндевевшими снами, ненасытной ордой, сожженными городами, черной меткой стрелой, холодной саблей кривою, адски жарким огнем, петлей аркана на шее, сытым трупным червем. Кто искал свободу, не спросивший броду, братом станет векам. Кто скалив рыла, враз от светила прахом дарен ветрам. Где проросла гниль уныния, там буяют пороки. Отхожим смрадом цветы, да распяты пророки. Смиренным памятнику и всем юнцам леденец, непокорным меж глаз плевком холодный свинец. Яблоком кислым все больше вкрыть да вкус. Облаком краюкой пресной, как на Руси повелось. Патлами сальными, да бошкой плешивой. Бошкой плешивой, да улыбкою лживой. Улыбкой лживой, да нотой
фальшивой, нотой фальшивой, да песней паршивой. Вот так. Блядь. Как обычно. Сука, всего немножко сердечко говорит моя остановочка. Когда миниатюра летит так по литру. Фух. Вообще, блядь, замечу, армия 1000 сынов одно из самых долгое в процессе. Узоров так много.
На этом месте многие могут упрекнуть меня, что я слишком дохуя рассказываю про типа там музыку, которую играл, либо какие-то вещи, которые к чему-то там привели и так далее, постепенно превращая это в, вот, допустим, Константин Кинчев концерты группы Алиса превратил со временем в проповедь. Джей Джей Аллен, лютый панк, до того как завернуться от передоза героином, концерты превратил в оргию и прочее. А я тут превращаю типа в биографическую повесть стрима. Но, во-первых, так пока никто не делал, ну, не упрекал меня. А во-вторых, короче, должен заметить, что все эти отсылки к прошлому я обычно проворачиваю только когда попиздеть не о чем. Ну, в смысле, то есть никогда не было такого, чтобы кто-то спросил: чувак, а как правильно загрунтовать миниатюру? А я такой: то хуйня, все. Я сейчас расскажу, как мы с пацанами первый альбом записывали. И понеслось. То есть, ну, пустоту нужно чем-то заполнять, потому что вот эти треки, я думаю, подзаебали смотрящих уже так же, как и меня, в принципе, но других взять негде пока. Сидеть в тишине не выход. Рассказывать, ну, хз, там, о политике, как бы, это не ко мне, короче. Вот. И так далее. Поэтому такое негласное правило. Если нет вопросов по моделизму, то слушаем то, как Ростенька свою буйную молодость проводил. Если есть вопросы по моделизму, слушаем ответы на вопросы о моделизме. Пойнях. Юх. Ну, кто-то один вышел. Такой: пошел ты нахуй со своей музыкой. Со своим моделизмом. Мне так: пошел ты нахуй со своим моделизмом. Я сюда прихожу послушать, как ты первый альбом с пацанами записывал. Вот еще одна важная причина, что всем не угодишь. Кому-то рассказывать, ну, будешь одно, он будет аплодировать, другие скажут: хуйня. Ну и наоборот. Сколько людей, столько их ебучих мнений. Ой, блядь, да, вот это, конечно. То есть на каком-то этапе может сейчас показаться, что мы по сути не красим, а просто делаем подложку, но мы так делаем подложку, чтобы потом меньше красить. Пиздец. Еще эту, короче, да, эту пушку надо, вторую пушку надо будет красить отдельно. То как бы решили ее не магнитить. Поэтому, так как мне они достались собранными, я уже нарезать не стал. Как люди красят полностью собранных терминаторов? Это же смертоубийство. Ну, в смысле, физически это можно, но это, не знаю, как трахаться там в ластах в гамаке. И Андрей Гебер, доброй ночи, наконец-то отпуск. Мое уважение и радость искренняя. Это заебок. Привет.
Наконец-то попуск. Как сделать, чтобы отпустила, пожалуйста? Главное не всрать. Потому что... Ну, прокрастинация это лютая сила. Я думаю, что человечество все еще существует, и Земля не подверглась экстерминатусу только потому, что кому-то когда-то стало лень, кому-то доучивать физику, и впоследствии он не смог изобрести мега-мега водородную бомбу. Кому-то там идти на какой-то псевдомирный митинг, и поэтому все происходит хорошо. А так, если бы все активничали уже... Так вот, главное, короче, не прокрастинировать этот славный период времени. Так, ага, только хоббики подняли цены, благо хоть красок с Кайла купил, хоббики подняли цены. А на какую категорию товаров хоббики подняли цены? И какие хоббики? Знаете, которые с волосатыми ступнями и маленькие. Тупо юмор, только что был уровень бог, я считаю. И вот Ваганыч не даст соврать. Вот, если появляется Ваганыч, то всем нужно смеяться, значит, перед отмотать и смеяться, потому что за 30 секунд до этого я пошутил, значит. Ваганыч уже человек в годах, он просто так вот ходить не будет, еще и в такое время позднее. Гебер соточку закинул, моя ж ты кися. Вот спасибо. Спасибо. С отпуском тебя еще раз. Просто это... Да? Хуёво. Это... Еще раз спасибо за донаты. Донаты всегда приятны. Как вы понимаете. Вот. Товары... Ну, я просто никогда особо не афишировал. Ну, я работаю в компании Hobby Games много-много лет. Вернее, с тех пор, как она тут у нас образовалась, по сути. И всем это, короче, ну, то есть, вот, терминаторы, которых я крашу, тоже красятся человеку, который там работает, ну и так далее. Я о том, что, типа, у нас пока норм все с ценами. Ну, сегодня только ваху отгружали новую. Сайт, ну, то есть, система образования осталась такая же. Сайт Games Workshop умноженный, ну, его цена умноженная на курс валюты, то есть на гривны там у нас, там на рубли у вас, и все. Ну, то есть, если ГВ подняли цены, то да, ладно, в принципе, ну, то есть, исходя из этого, само собой, вырастет цена и у всех. Но не то чтобы я там защищал кого-то, или это просто констатирую. Ну просто да, у вас, возможно, система ценообразования. Ну, я понимаю, да, я помню. Насчет России, инфорсеры не пришли. Кстати, блядь, насчет инфорсеров, а у нас они как бы тоже не появились. При том, что уже пришло то, что после них было там задолго. К нам сегодня уже приехали эти. Сегодня отгружали там имперского кулака. Блять, я совсем не обладаю временем на то, чтобы учить имена вот новых героев выпущенных, сорян. Ну, короче, имперского кулака, героев имперских кулаков и этих. Саламандр, там все такое.
с лета поставок не было. Хуя себе. Это уже другое дело. Насчет отпуска и прокрастинации. У меня просто оставались недогуленные дни отпуска с нормального отпуска. Вот, и я их на прошлой неделе вот типа взял, чтобы типа не сгорели, там все такое. Ну и неделю типа отвисал дома. Потому что типа, ну, куда-то ехать такое без мазы на несколько дней, ну плюс там жена-то отпуск сейчас не возьмет и так далее. И типа напланировал, как в том мемчике, где мужик, у него картинка на стене, список висит, и там типа планы на Новый год. Типа выпить водки, трахнуть там Алену, трахнуть Настю, трахнуть Олю, трахнуть еще кого-то. И так типа мужик спит пьяный с бутылкой водки, и первая строка зачеркнута, ну типа выпить водки. И все, короче, вот примерно так же я такой думаю, так, съезжу к родителям, что-то еще там сделаю, типа верхние плинтусы там на потолке, там что-то еще. И такой в итоге только в среду расчехлился, такой, блядь, ну типа на третий день. Такой, ого, сегодня уже среда, я спал, типа там, то спал, то ел, то опять ел, то опять спал. И такой, ладно, займусь делом, ну и что-то начал делать. Скоро у нас будешь заказывать. Мы же всегда рады помочь. Другая штука, что... ну да, к нам едет все равно по-другому. Ну да. Так а что у вас там народ до сих пор бунт не поднял никакой? Я понимаю, что у вас менты пиздят больнее, чем у нас. Наверное. По крайней мере, когда я сидел на пляже в Тунисе и общался с двумя милыми девочками из Питера, вот, то... Дабы избежать кривотолков всяких, типа, жена была со мной, все нормально, девочки были лесбиянками, но вот они утверждали, что, типа, ваши менты пиздят больнее, наверное, и еще кое-чего они утверждали, это уже такое, не берусь судить, сейчас в политоту скатимся, вот, то это, народ до сих пор терпит, смотри, блин, даже уже миньки им перекрыли, а народ терпит. Ладно, еще цены там на водку подняли и на хлебушек. Призывной возраст тоже хуйня, там и можно отмазаться, но без миничек. Тут уже, конечно, играют с огнем. Если что, Драгебер, я 100 раз озвучивал и продолжаю озвучивать. Я уважительно отношусь ко всем жителям планеты Земля. И к русским отношусь негативно лишь к тем, кто носит или носил в руках оружие, собственно. Вот, поэтому я надеюсь, мой Стёпчик добрый ты воспринимаешь как добрый Стёпчик, а не как издевательство. Вот. Раньше у меня было ко всем людям, надевшим форму, такое отношение. То есть и менты, и военные, и охранники и так далее. И к ментам, собственно, примерно так же и продолжаю. Ну, к военным сейчас военных не получается не уважать и не хочется, потому что они типа как бы защищают. А так как сам я ссыкло настолько, что не готов пойти защищать себя и семью. Пускай хотя бы эти благородные люди это делают, но не в этом дело. Дело в том, что вот поставочку, конечно, с лета.
Этот хобби берет через сторонние магазины прямо СГВ и называемые... Чё? А, не называемые, это имеешь в виду литейки, я понял. Но при этом сторонние магазины возят, правильно? Ну, у нас же тоже как бы, мы же не монополисты, и существуют энтузиасты, которых я уважаю больше намного, чем энтузиастов другого типа, которые берут у нас же на складе, но потом выставляют демпинговые цены. То есть я не говорю сейчас там о скидке там 5%, 10%. Это в принципе все норма, это типа уже твой бизнес, веди как хочешь. Я о там всяких таких, которые там... Вот я сам заработаю там $2 на большой коробке, ну чтоб никому не осталось. Например, типа такого, то ну, у вас же наверняка есть тоже энтузиасты, которые возят сами. Но не заказывают сами для себя там 1-2 коробки, скидываясь, а именно возят в виде такого мини-магазина. Через финнов. А, ну да, у вас же там, блядь, через проливчик-то. Через заливчик, вернее, есть эти. Ну да, потому что, ну, по мнению многих, у меня он малый в Питер недавно ездил, а я в Питере никогда не был. Ну, племянник мой, собственно, малый. Он выше меня ростом, поэтому мы вряд ли он малый, но так это. А у вас, по идее, Финляндия ж вообще должна быть как, ну, в смысле, как часто ты ездишь в Финляндию колдырить? И как часто финны приезжают к вам, потому что ходят легенды о том, что типа пить они особо не умеют, но очень хотят и стремятся, и стараются. И типа в этом толпы пьяных финнов заблевывают культурную столицу Российской империи. Является ли это правдой? Как же много рамочек, сука. Ладно, я еще готов смириться вот сейчас с тем, в чем крашу. Типа дзинчиты, они такие витиеватые, там, интриги, вся хуйня. Вот, но это должно отражаться как-то и в миниатюре. Поэтому, ладно, еще сейчас хоть можно бы сильно там не говниться. Но, сука, когда, блядь, каких-то харнитов, у которых там, не знаю, блядь, железяку на себя натянул. Ну, если там какой-то культистик. Нет, они тоже все, сука, витиеватые. Так. Может попробовать к вам приехать. Я не с Питера, это печально. А, да, не с Питера. Ну, не переживай. Так, но у нас назрела писсинг пауза. 2 минуты, я вернусь.
Итак, я уже здесь. Сейчас минутку нужно бы проверить звук. Хоп, минуточку. Вроде все норм. Так. Ну, тут нужно во всем искать плюсы насчет Питера. Не Питера. Если ты жил каждый день в Питере, то тебя бы уже даже интеллигентные питерские бомжи, наверное, бы не впечатляли. А так всегда можно собраться, приехать и порадоваться. У нас так с женой было, когда мы переехали из Днепра в Киев. Это такое поначалу, ну, там понятно, что там, хотя, собственно, мы были там кучу раз, само собой, до этого в Киеве, и все, что нам нужно, мы уже видели по 100 раз, ну там, такое, но все равно, когда приехал и уезжаешь, что это одно, а когда, типа, каждый день такой, типа, кто-то в гости приехал из другого города, о, там идти гулять на Майдан, мы такие, да, блядь, ну что ж гулять, мы каждый день помимо него на работу проезжаем, уже типа нагулялись. Вовремя я таки купил Wonderland Sunset, потому что типа краска у меня очень-очень для меня лично популярная, я ее всегда юзаю там и под какую-то дубленую кожу и всякие там разные, короче, случаи бывают. Вот, но что-то она у меня постоянно как-то быстро сохнет, быстрее остальных, ну, в смысле, я там успеваю доюзать, но последняя закончилась, и я такой, что месяцок, наверное, без нее жил, и все время думал, что мне не так, сяду красить, а мне что не так. А потом с утра такой понял, в один из дней, особо просветленный, понял, что это ж мне хуёво жить стало, потому что Wonderland Sunset это нету в запасах. И купили, сразу же попустила, прям волна вселенского спокойствия захлестнула меня. Так, такой вопрос. Если это база под золото, почему не бежевый? Ну, потому что типа бежевый будет его сильно-сильно выбеливать. Ну, опять же, смотря какое золото. Если будет какой-то поговнистый, менее укрывистое, типа Аурик Армора, то, возможно, да, можно было бы. Ну, а так я пробовал, мне это заходит больше желтый, под Retributor Armor. Оно так, типа, ну, оно так чуть-чуть как червленее обычного получается, вот. Ну, кстати, я, по-моему, в связке с ретрибьютором. Вот, люблю я, короче, это. Часто спрашивают, нафига стримишь вообще, типа, рисуешь, да не очень, ездишь там и всякие другие крутые типы покруче. Потому что можно под шумок чему-то научиться от умных людей.
И сейчас я попробую. Потому что я давно, когда подбирал эти, я сейчас попробую бежевый, кстати. Ну, какой-нибудь айвори, типа слоновой кости, там подходит же, правильно я понимаю? И так, и потом это, снимем сравнительную характеристику. Эту ногу мы обработали тем-то, тем-то. Еще мне в тебе нравится очень, Дригебер, что ты очень-очень сильно скромничаешь, ну в смысле, то есть ты иногда озвучиваешь вещи какие-то, допустим, какую-то модель аэрографа, которую я никогда, блядь, даже не слышал, вот, и такой думаешь, так, а если чувак типа красит не очень, откуда он может знать наперечет там все модели айваты, к примеру, или там компрессоры какие-то, а потом, так, где мои сигаретки, господа, ну помогите. Найдите воли. Потом вот, допустим, типа, сейчас ты сказал про бежевый. И сейчас я попробую бежевый. И вот. Потому что у меня скоро засохнет уже. Я вот купил и особо никогда и не юзал. Как он тут называется? Ну, большинство ГВшных, типа слоновой кости там какого-то. Так, я просто решил повторить гайд из инета. И спросил. Просто вот, возможно, это был гайд от какого-то крутого типа, которого я не смотрел. Сейчас возьмем одного типа, ногу покрасим ему, вернее одну ногу покрасим желтым, другую этим. И тогда ты заговоришь по-другому. Ну, в плане, что я пытаюсь быть меньшим, как вот эти, как эти нарциссов, и типа прислушиваться к чужому мнению. Потому что мое нарциссическое расстройство личности не должно становиться между мною и высыхающей валеховской бежевой. А так, и начнем, наверное, с бежевой все-таки. Валеховских большинство не подойдет. Ой, валеховских ГВшных большинство не подойдет, потому что уж, сука, слишком они укрылись. А делать еще под них там подложку под подложку, это уже, пожалуй, отказать. Так, он в теории золото получится более приглушенное. Сейчас и проверим. Но оно будет выбеленнее, оно, в смысле, оно будет светлее, но будет меньше блестеть. Типа как-то как парадоксально, но вот так, наверное. Вот. Вот так пускай будет, а остальное уже золотишком. Желтым, вернее, чуть-чуть. И
Одну минутку, надо выпустить кошку. Возможно, это привлечет других кисок на стрим. Да? Заебала эта сосиска пати. Иди. Слушай, ну попей водички, ты сейчас опять через 5 минут придешь. Давай, попей водички. Заебешь, блядь, и мертвого. Домашние животные это такая прелесть. А разговаривать с ними это диагноз. Что там? Хоботиться в пакет. А ну, мы начинаем. О, да. Бледноват. Бледноват. То есть он совсем выходит как... Не, как такое совсем отполированное. О, не-не, и он типа перекрывается мазками. Ну, короче, это нужно будет как раз там 2-3 слоя. Потом еще и золото наносить, а желтого, на желтом хватит и... Плюшаня, я тебе говорю, еще попей водички. Хотя... Хуй я знает, сейчас высохнет, глянем. Немножко слез художника нужно быть. Это подсыхают, я вижу. А расстроить его больше нечем. Ну да, как я говорил, блестит, пиздец. Побольше, получше вот. Что сегодня с разрешением чуть-чуть, ну хоть не тормозить эту
Нормально, вот этот типа кусок, он прям так поблескивает, прямо люто-люто. Хотя и этот поблескивает люто-люто. Ну, прикольно будет его этим самые нужные места. И самые там верхние места иногда подводить этим. Из важного я в прошлый раз не доделал это барды. Тряпочки. Но основное их отмаскировывать отдельно уже можно и потом. Потому что их забить нужно. Какой-нибудь Beyblade Brown. Мне очень нравится соотношение. Когда совсем такая грязная тряпка переходит в белый. Beyblade Brown, кстати, многими недооцененный цвет. Я вот вижу по тому, как редко его покупают, что его особо никто и не юзает, ну там только для хаки какого-то. А им заебок, во-первых, оттенять телесный, ну совсем где-нибудь там в углубление, просто вот если действовать по гайду ГВшному, они Band Glow рекомендуют, и это, блять, не наш метод. Слишком получается такие какие-то с глубокими морщинками. Вот, а Beyblade Brown он такой именно как надо. Sitting on the floor, all the shit in my head, rain in my heart. What do you wanna be? I'm a liar. Может, с ним нет гайда? Ну, кстати, ну, возможно, да. Ну, ГВшных точно с ним нет. А так все, я думаю, берут просто, ну, какой-нибудь там валеховский аналог и так далее. То есть, ну, всегда заметно, что ГВ правильно продвигают свои схемы покраски. Потому что вот именно цвета, которые они юзают в официальных видосах своих, хоть и не очень информативных, но тем не менее максимально смотримых народом, в основном начинающими. Вот, то вот именно те цвета, которые они юзают, берут больше всего. Еще очень показательный факт. Когда-то давно я типа думаю, надо что из красок купить, но уже типа не знаю чего, там все вроде бы есть. Взял, купил этот ламян медиум, его вообще никто не покупал, но его даже особо, сука, мошка ебаная, чё, куда ты нахуй взялась? Ну, пошла нахуй. И бил, блять, ладно. Летающая залупа какая-то. Так вот. И, ну, типа, думаю, куплю, типа, может, вещи это. Меня тогда тянуло на эксперименты. Ну, в смысле, там, сравнивать разные лаки и так далее, и так далее. И мне пиздец как сошло, ну, потому что, блин, равняет слой, там, делает мат. Ну, короче, универсальная шняга. И я мало-помалу начал, типа, господам предлагать. Поначалу там все типа морозились, потом смотрю, так, ну как-то больше стали ламян медиум. Просто серьезно, раньше, вот, года 4 назад, покупка ламян медиума, это такое, там, шампанское открыть, удивляться долго, сидеть потом, напиться и так сидеть. Вот тогда, чувак, экспериментатор купил. Типа того. Вот, то сейчас его постоянно не хватает, и так, но вот, это не моя заслуга, это я сейчас
вырвало из контекста. Ну, некоторые начали покупать там, ну, очень-очень редко, хотя теоретически он-то подходит для всех красок. И его должны были бы брать, ну, вот каждый из людей, кто красит, рано или поздно должен был прийти к покупке Ламен Медиум. Вот. Ну, покупали не так активнее, чем раньше. А потом, когда выпустили гайд вот этот о том, что это такое и прочее, то, блядь, сейчас его в магазине постоянно сколько не заказываю, все равно он там редко застаивается. Ну и так и должно быть, как бы. Не зря же они эти видосы снимают, в принципе. Потому что раньше они их зря снимали. До вот там выхода 8. Но как-то особо не это. Пока не начали активнее выпускать и продавать кучу новых миник, то во время 7 я так должен сказать был какой-то застой прям идеологический. И вот сейчас можно говорить прямо о ренессансе каком-то в Вафе. Но случайных вещей не бывает, само собой. Ренессанс приключился только после того, как походу многим раздали пиздюлей, наверное, и сменили некоторых на занимаемых, а некоторые даже освободили от занимаемых должностей. Технически мало кто любит брать. Ну да, все же думают, типа, куплю лучше еще один какой-нибудь оттеночек зеленого, которых у меня 10, к примеру, чем превращу все там 50 красок или 100 красок, которые у меня есть, в нормальную, хорошую, удобоваримую субстанцию. Да, понимаю. Согласен. Сам такой сижу, если там нужно искать какую-нибудь там пресловутый Ламен Медиум и тянуться за ним куда-то на полке, думаю, да ладно, водичкой сегодня разбавлю. Правда. Да всегда же хочется думать о людях лучше, в смысле, что вот возьмут и начнут делать правильно. Так же, как с контраст медиумом. Их приехало там первый раз 6 штук, по-моему, всего лишь. Ну, то есть это примерно столько, ну там 6, может, да, 6 по идее, потому что я пока ушел на выходной, вернулся, их уже не было. Но 6 штук это все равно малый объем продаж. И в смысле, то есть технические краски должен иметь каждый покрасчик, независимо от цвета, правильно? Ну, независимо от армии, там вот куча всякой хуйни, просто потому что любую краску круто размешивать вот какой-нибудь лабудой подобной. Но долгое время все равно типа его не было, и люди как-то норм так это проживали, особо и не спрашивали, но потом да, сейчас снова привезли, снова покупали. Спасибо, спасибо. Я продолжаю почему-то озвучивать эти приметы. Это, блядь, какая взаимосвязь может быть между тем, что я там только что вдохнул, допустим, шерсть кошки, которая приходила, и тем, что я говорю правду. Ну это, блядь, язычество какое-то. Даже нет, не язычество, это как раз что-то из более традиционных религий, потому что в язычестве можно проверить, в бога грома можно верить, потому что гром вчера въебал в соседнее дерево, и оно сгорело. Его можно пощупать, плоды его деяний можно пощупать руками. Вот. А я имею в виду там традиционных каких-нибудь
Не будем называть, там две палочки перекрещенные. Хотя, блядь, какая разница, когда я тут это... вот в христианстве... намного больше всех вот этих неподкреплений. Так, теорема это то, что требует доказательства, забыл слово. Как же, сука, прикинь. Она даже начинается. Неважно. То, что требует доказательства. Так, всегда был глицерин в аптеках. Про глицерин сейчас не понял. 2 часа что-то начинает тупеть. А что, можно как-то заменить там что-то? Глицерин это же такое, как маслянистая, ну типа как жидкий вазелин, как я понял, правильно? Или ты имеешь в виду, что им акриловые краски можно как-то бодяжить? Аксиома, точно, я даже помнил на какую букву. Действительно, ну блин, да, это просто выпадение этого участка мозга, отвечающего за слова на букву А. Так, дешевый аналог для медиума. О, видишь, и снова ты подкрепляешь мои гипотезы, предположения о том, что это не так просто. Прикольно, я никогда не задумывался. И в гайдах нигде особо не смотрел этого. Sinking all the world in your shame. You have left it all to your game. Smiling from the edge of your hell. 'Cause every time I turn around, you come around. You come around. Left me hiding out. And without a doubt, you still found me. Remember, you broke me, crawling through my veins. Remember, you woke me, you broke me, crawling through my veins, crawling through my. You broke me, you broke me. How could I ever be complete? You broke me, you broke me. How could I ever feel so cheated? You broke me, you broke me. Remember, you broke me, you broke me, crawling through my veins. Remember, you broke me, you broke me, crawling through my veins. Remember, you woke me, you broke me, crawling through my veins, crawling through my veins.
Так. Так, так, так. Блять.
Моя теория о том, что масонский заговор имеет место, в котором крышечки делают более скользкими. Так. Так, ПС может под шумок. Это. Короче, буду честен, я не особо умею, во-первых, а во-вторых, ну, насчет уметь еще можно было бы там повыдрачиваться, заморочиться, но задачи такой не стоит, потому что это уже 4-я пачка, то есть 20-я по сути. Терминаторы, которые я крашу одному человеку, если будет там один из, ну, 5 из них в НММ, немножко будет странно смотреться. Но в НММ нужно бы замутить что-нибудь там этих, каких-нибудь сигмаритов взять. И когда закажут, что бывает очень редко, кстати, но тем не менее бывает, какого-нибудь там парня из золота, особенно если это будет ашкишник какой-нибудь, то я сам об этом подумал обсудить с клиентом. А так, типа, благие намерения могут наткнуться на ощущение прекрасного и гармоничность всей армии и заказчика. Но ну еще да, может звучит это как слабость и самооправдание. Я что-то думаю все равно, что железяка должна быть как железяка. Ну, блестеть именно и быть прям металлической. Так, кстати, если у вас есть фирма Cav Models, то у них неплохой пейнткиллер. Я ее через... это вроде переходность. О, прикольно. Cav Models. Ну, я думаю, найти не проблема. Можно заказать откуда-то просто. Это у тех, у которых такая белая банка и череп с костями на ней нарисован, нет? Потому что я просто видосы смотрел, кто-то там откуда-то про то, как снять краску, и вот пейнткиллер там присутствовал. О, пейнткиллер. Но с отсылкой на пейнткиллера. Честно, так себе загуглить, посмотреть, чтобы не забыть, и потом еще и тут скинуть это. Полезную картиночку раз в жизни. А вот он. Даже пишет пейнткиллер, а не paint. Все ж, наверное, так выбирают. Сам за true metal. Так, маски. Прямо, блять. Никогда особо не слышал просто. Ага. Пиццельный камуфляж.
Ага, вот он, вот он. Да. Теперь будет что отвечать господам задающим. Ну, потому что, опять же, я в основном пытаюсь, ну, типа, избегать вот того, чего там. Кирпич, так, так, так. А так вжух и буду всем показывать. Их, а фоточку бы получше. Ну, вот он. Так, теперь, короче, то есть ты, получается, из... ну, просто чтобы не тревожить, само собой, там какой-то не макать и не размазывать поверхность, да? Ты типа... О, пам-пам, Саша пришел. Здравствуй, Саша. Короче, так. Я его через аэр задуваю и в 3 захода снимаю. Чем ты снимаешь потом? Ну, технически это как? Так, remove background. Здравствуй, Саша. Еще раз, что не спишь в столь поздний час? Ого, что-то именно так компчик немножко подзадумался прямо даже внезапно. Ого. Drop image anywhere. Ну окей, блядь. Вот сука. Ты подиви на нього. Сейчас, минутку, я быстренько подготовлю. Так, и задутие аэром просто на большом давлении, да, сравнительно, но задувание аэром прям смывает краску, я так понимаю. Ой, Туран Копчо. Там уже нахуй вышли с Копчо, и вы мне не давали Копчо. Копчо, говорит, введите. О, блять. А что ж так заставляет комп думать-то, а? Да не, блять. 68% загрузки ЦП. Так, пока как раз перекурю. Ебал. Так, нормальные сигареты. Это у меня недавно курва продала. Немного тяжелее, чем я курю. А я что-то не глянул. Она на меня посмотрела, я парень рослый, накачанный, пиздец. То пофиг, что у меня в местах под бицепсы. Не, на месте бицепсов места под бицепсы. И, короче, думает, продам ему, блядь, покрепче такой, пускай мужиком становится. А я человек впечатлительный, меня именно крепкие сигареты очень накрепляют. Что-то, короче, remove background поломали, пока меня не было. Так. Пойду попью. Так, не могу. Ну так, блин.
Ого, ХСМ выпускают. А что ж ты молчишь? Кого именно? Гони фотки. Пруфы давай. Ого, дефайлер, заебись. Вот это уже разговор, я понимаю. Ну и, кстати, да, Дрегебр, это у нас, кстати, этого Кав Models я не видел никогда. Интересно, сколько будет из рашки прислать, если я таки не найду. Последняя попыточка. Если что, оставлю на потом, пока никто не спросил. А чем можно отмыть краску? Потому что я вот... Мне, походу, какая-то хоботня не работает. Контура. Так. 60 версий. Это 30 гривен, ну да. Слушай, у нас в магазах я особо так не видел, как бы. Прям конторы как таковой. О, сейчас должно получиться. Так, где тут меня повело? Ага, я уже замазал, там тут повело. Интеллигентные в тормозуке. Ну, типа, да, все эти там у нас в основном юзают еще крота. Кровь лютая хуйня, которую эти прочищают. Не, блядь, короче, идите в жопу вы со своим, что-то remove background не работает сегодня, окей. Без remove background нельзя. И одну минутку я верну. Так, пытался еще новых фотках. Так. А тормозуха пластик вообще не трогает, что ли? Потому что, типа, куча разных химических всяких штук, они могут и раздать пиздюля. Потому что тормозуха, я думаю, тоже бывает пиздецки разная. Хотя это мне, возможно, кажется, как ни разу не автомобилисту.
Так, есть. Так. Пытался еще на фотках расшарить, но новое кое-что сильно глаза болят. Ты не сдавайся. Так, у меня неделю Гэт Макали живые были. Ну, это именно та тормозуха, которая прям чуть ли не в 5-литровых банках, бутылках таких продается и синего цвета, правильно? Прям как этот Блю Кюрасао ликер там или что это? Цвет. А, то антифриз, наверное, голубой, кстати. Так. Dot 4. Я понял. Да, там Dot 3, Dot 4 есть еще две модели, типа их. Ну да, походу. Только не модели, а формулы. Вот, да. 3 как раз. Значит, это то. Я понял. Но по идее тормозуха отмоет же все равно только краску без грунта. Грунт не снимет. Хотя все равно то, что она не трогает пластик, это, конечно, крайне позитивная сторона.
Да, блин, глубоко посаженных этих головах. Вынять их уже некак особо. Так как собирал не я бы не клеил. Но вот в глубоко посаженных этих до хер долезешь. Так, ладно, я спать. Так, грунт не снимет. Лейна машина, да. Это ладно, давай. Спокойной ночи. Спасибо за компанию, за донат и за пару полезных дельных советов. Удачки пока. С отпуском тебя. Давай, короче, забей хотя бы на это время на миньки и угорай более люто, чем Space Marine могли бы угореть. Чем пьяные космические волки на Фенрисе. Вот. Вот это я пожелал. Я, пожалуй, следовать совету Дрейгебера я не буду и проливать ее на машину, потому что своей машины у меня нет. А проливать на чужую, если словят, то дороговато, наверное. Придется красить больше солдатиков. Или просить деньги у мамы с папой. Я ж хочу, чтобы все было по высшему классу. На какую-то дешевую меня не потянет пролить машину. А на дорогую, как я уже говорил, дорого. Так, я тоже спадки завтра утречком страдать. Да, не страдай, хотя ты хасидов собираешь тебя страдать. Сам Бог, в частности твой Бог, велел. Это, ну да, пацаны, давайте удачки. Я еще часик даже могу порисовать безболезненно. Пока. Я пока буду сидеть и переживать время покраса, что этот Remove Background сделали платным. Нет, все-таки пиздец надо. Тоненькую. Music like the
Так. Тут у нас золотой очень есть. Так. Так, что, кого тут еще обрадовать? Вот этого обрадуем парня. Вмешательством. Вот то, что я сейчас сделаю здесь, никогда не повторяйте. Нужно откусить буквально такую маленькую писечку. Но если переоткусить там больше, чем нужно, можно разрушить вообще нахуй вот этот патрон. Ну, в смысле, там в гильзы волоски начнут как-нибудь странно располагаться, и все полетит в этот, понимаете, куда. Так, ну надо сменить тему и золотишко чуть понаносить эту.
Зашкварил поверхность. When the time is right, I will take it back from underneath this water. You know there's no turning back. I will take the lead and fight for truth. I could fail, but I'm still fighting for you. Can't stop to say your name in the nightlight. You can't find yourself through your downfalls. I used to find your way through. Now memory is our truth. You could not save yourself. You never saw this coming. Блять. Так, пару минут. Я пытаюсь показать им, насколько жалки их попытки все контролировать. Они не знают, что такое боль. Они не знают, что такое смерть. Они не знают, что такое страх. Стоять одному среди червивых стен. Майор их передушит всех подряд. Он идет, он гремит сапогами, но упал гололед. Мы лёг под ногами майора. 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 Они смеются легко, у них живые глаза. Они беззащитны, им нравится жить. И они все вместе, так было всегда. Они последние, кто помнит, что такое свет. А у нас не осталось ничего, мы мрем. И все, что мы можем, это просто быть льдом. Мы лёг под ногами майора. 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 Когда я с ними, я перестаю умирать. У них открытые руки, цветные слова. Они дышат травой, и им на все плевать. А майор идет их уничтожать. Никто из них не примет нас, никто не поймет. Но майор подскользнется, майор упадет. Мы лёг под ногами майора. Мы лёг под ногами майора. Мы лёг под ногами майора. Мы лёг под ногами майора.
мы существуем, будет злой гололед. И майор подскользнется, майор упадет. Мы лед под ногами майора. 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 Look up at the stars as you're a million miles away. Hear a voice through the telephone, but it
just isn't the same. Black canvas mirrors are the only thing separates. Dust and echoes of an empty home from paradise in your face. Whoa, I can feel you through the night air. I can see your eyes and stars. When I feel like giving up, it's got me remember where you are. I see your face in the moonlight. I keep wishing we were apart. Just know that I love you, no matter where you are. I look at the grass beneath my feet and wonder if it's greener on the other side. I feel like a sleepwalker playing by nightmares. So pray when I wake up I'll be in paradise. Alleviate my broken heart with the end of time. I'm Susan, I'm sitting here, feeling broken, left behind. Whoa, I can feel you through the night air. I can see your eyes and the stars. When I feel like giving up, it's got me remember where you are. I see your face in the moonlight. I keep wishing we were apart. Just know that I love you, no matter where you are. Tonight, the stars are able to guide you home. 'Cause tonight you have to open your eyes, 'cause this time you've gotta make it on your own. I can feel you through the night air. I can see your eyes and the stars. When I feel like giving up, it's got me remember where you are. I see your face in the moonlight. I keep wishing we were apart. Just know that I love you, no matter where you are. I can feel you through the night air. I can see your eyes and the stars. When I feel like giving up, it's got me remember where you are. I see your face in the moonlight. I keep wishing we were apart. Just know that I love you, no matter where you are. I am the last, the one and only soul that has no helper above. Maybe I'm just alone. I trust my gut, but I've never let it go. So far now I wanna know what you thought you had done when you allow me to be all the things that I'm not. Well, it seems like I'm caught every time you remind me. You're right to take away my pride, to burn it to the ground so we can start again. My crimes are legend to
every time you remind me. You're right to take away my pride, to burn it to the ground so we can start again. My crimes are left here to remind, to burn it to the ground so we can start again.
things and hollow things and true. A cityscape with no rules to break, with the choice that I am not the one you use. There's no hope in revival. Where we are is where we wanted to be. But now we're stuck in illusion. You're acting like you never wanted to leave. It's turning to a wall. There is no resolution. Tearing down the walls. There is no revolution. There's one last chance. Won't break this deep in trance. Living locked inside a cage you can't undo. A tape is real, but it plays on steel, and the theater plays a farce you can't undo. There's no hope in revival. Where we are is where we wanted to be. And now we're stuck in illusion. You're acting like you never wanted to leave. It's turning to a wall. There is no resolution. Tearing down the walls. There is no revolution. It's turning to a wall. There is no resolution. Tearing down the walls. There is no revolution. There's no hope in revival. Where we are is where we want it to be. There's no hope in revival. Where we are is where we want it to be. And now we're stuck in illusion. You're acting like you never wanted to leave. It's turning to a wall. There is no resolution. Tearing down the walls. There is no revolution. It's turning to a wall. There is no resolution.
thing is, I wanna make it with you. 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 You're such a chore, and your dish is always dirty. You're such a bore, till alcohol makes you flirty. And then you whisper in my ear something about love. Everybody knows that you were acting up, but I don't care. You're my dirty dish. You see, the thing is, I wanna make it with you. 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 But do you want it too? Oh, well, you know I do. Your cheap champagne leaves a sour taste in my mouth, and your perfume stains dancing on my tongue. 'Cause you're my favorite thing that I just can't give up. And baby, drugs out from love to let me be your cup. Oh, darling, you know I swoon for you.
Now we are flying to the moon, and there is nothing we can do. My body's rising once again. Don't you be afraid. You know the sensei is your friend. My body's rising once again. Don't you be afraid. Sensei is your friendo. Замедленный шок, канавы с водой, бетонные стены, сырая земля, железные окна, электрический свет, заплесневший звук, раскаленный огонь. А мир был чудесный, а город был хороший, а день был счастливый, как слепая кишка. И он увидел солнце. Пластмассовый дым, горелая путь, колючая проволока вдаль километрит, обрывки резины, колеса и шлак, слепые траншеи, сухая трава. А мир был чудесный, а город был хороший, а день был счастливый, как слепая кишка. И он увидел солнце. Дозорные вышки, осколки стекла, кирпичные шеренги, крематорий дымится, консервные банки, обрывки бумаг, автомат, форма и противогаз. А мир был чудесный, а город был хороший, а день был счастливый, как слепая кишка. Мир был чудесный, а город был хороший, а день был счастливый, как слепая кишка. Он увидел солнце, он увидел солнце, он увидел солнце, он увидел солнце. Tied to walk against the winds, tied to fly with broken wings, tied to swim against the tide. I tried to leave, but here I am, shedding my skin like I never did before, shedding my skin for you. I brought you down, but I never drew first blood for you. I feel alive now. I have
Пинснер зашел и ушел. Здесь теперь моя сцена, и здесь же танцпол. С рок-н-роллом покончено, доигрались, наигрались. 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 Да ты не Sex Pistols и Clash. Вечер как джаз, утро как трэш. Но минус на минус не всегда дает плюс. Я как блюз, свой папельный блюз. Доктор Пинснер зашел и ушел. Здесь теперь моя сцена, и здесь же танцпол. С рок-н-роллом покончено, доигрались, наигрались. 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 Доктор Пинснер зашел и ушел. Здесь теперь моя сцена, и здесь же танцпол. Там, где раскинулась мамкою степь старуха, тропа пролегла распоротым волчьим брюхом. Ползла змеёю меж трав навстречу горным ручьям. Лишь хриплой песнью ветра дикий вой по ночам. Солончаками пески, да суховеями пыль. Понурив голову к сырой земле, прижался ковыль. Мышиным писком полевки, хромой голодной лисой. Курганы молча стоят, века хранят их покой. Кто искал свободу, не спросивший броду, братом станет векам. Кто скалив рыло, в раз отмет светило, прахом дарен ветрам.
заиндевевшими снами, ненасытной ордой, сожженными городами, черной меткой стрелой, холодной саблей кривою, адски жарким огнем, петлей аркана на шее, сытым трупным червем. Кто искал свободу, не спросивший броду, братом станет векам. Кто, скалив рыло, в раз от светила прахом дарен ветрам. Где проросла гниль уныния, там буяют пороки. Отхожим смрадом цветы, да распяты пророки. Смиренным памятнику и всем юнцам леденец, а непокорным меж глаз плевком холодный свинец. Яблоком кислым все больше в кровь да в кость, облаком краюхой пресной, как на Руси повелось, патлами сальными да бошкой плешивой, бошкой плешивой да улыбкою лживой, улыбкой лживой да нотой фальшивой, нотой фальшивой да песней паршивой. Замедленный шок, канавы с водой, бетонные стены, сырая земля, железные окна, электрический свет, заплесневший звук, раскаленный огонь. А мир был чудесный, как земля на стене, а город был хороший, словно крест на спине. А день был счастливый, как слепая кишка, и он увидел солнце. Пластмассовый дым, горелая путь, колючая проволока вдаль километрит, обрывки резины, колеса и шлак, слепые траншеи, сухая трава. А мир был чудесный, как земля на стене, а город был хороший, словно крест на спине. А день был счастливый, как слепая кишка, и он увидел солнце. Дозорные вышки, осколки стекла, кирпичные шеренги, крематорий дымится, консервные банки, обрывки бумаг, автоматная форма и противогаз. А мир был чудесный,